Привет, студенты! Today you are going to learn a real Russian through a story. A story about a girl who took the wrong train, ended up in a village she'd never heard of, and then she did something nobody expected, especially not her. This is the story of Masha. She's 23, she lives in Moscow, and she's always in a hurry. She had a plan, a ticket, a schedule, and then she got on the wrong train. What happened next? I will tell you in a slow, simple Russian you can follow even as a complete beginner. I will tell the story slowly, short sentences, clear pronunciation, with subtitles in Russian and English. Don't try to catch every word, just follow Masha. She's already lost, so you are in a good company. Along the way, you will hear real everyday Russian words about travel, about villages, about food, about people. After the story, we will go through the most important ones together. You will leave with vocabulary you can actually use. By the way, I'm Polina, native Russian speaker and a certified teacher. This is the second slow Russian story on this channel. If you like such video and that it helps you, please tell me in the comments so I will make more of them. Now, let's follow Masha and try not to miss our stop. The story is named «Не тот поезд» – «The Wrong Train». Меня зовут Маша. Мне 23 года. Я живу в Москве. Москва – большой город. Я всегда тороплюсь. Сегодня пятница. Мне нужно ехать в Тверь. У меня есть билет. Поезд отправляется в 7 часов. Я бегу на вокзал. На вокзале много людей. Я смотрю на табло. Путь 7. Поезд номер 42. Я бегу. Двери закрываются. Я прыгаю в поезд. Есть. Я сижу. Я дышу. Я смотрю в окно. Поезд едет. Через час я смотрю на билет. Поезд номер 42. Мой билет – поезд номер 24. О нет, я спрашиваю проводника. Это поезд в Тверь? Проводник смеется. Нет, это поезд в Малиново. Малиново? Где это? Он пожимает плечами. Небольшое место. Вы скоро увидите сами. Я выхожу из поезда. Маленькая станция, одна скамейка, один фонарь. Больше ничего. Телефон не работает. Нет сигнала. Я стою и думаю. Вдруг я слышу голос. «Эй, вы потерялись?» Старый мужчина смотрит на меня. У него большая белая борода, как у Деда Мороза. «Меня зовут Николай», — говорит он. «Я вижу вас первый раз. Все новые люди — мои гости. Я не понимаю». «Идемте», — говорит он. «Мы идем по деревне. Деревня маленькая, 8 домов, 1 магазин и 1 очень странный кот. Кот сидит на крыше магазина. Он смотрит на меня, как будто он все знает. Дом Николая теплый и шумный. За столом сидят люди, много людей. «Садитесь», — говорит Николай. Мне дают тарелку супа. Я голодная. Суп очень вкусный. «Это борщ?» – спрашиваю я. Нет, все смеются. Это щи. Борщ – это другое. Я краснею. Все улыбаются. После ужина Николай говорит: следующий поезд завтра утром в 7 часов. Мне дают комнату. Маленькую, тихую, чистую. Я ложусь в кровать. Через окно видно звезды. В Москве я никогда не вижу звезды. Я думаю, вот странный день. Я закрываю глаза. Утром я слышу петуха, потом запах кофе. На кухне Николай и соседка Тамара. Тамара маленькая, быстрая, громкая. Она говорит и говорит и говорит. Я не понимаю все. Но мне нравится слушать. «Вы останетесь еще?» – спрашивает Николай. Я смотрю на часы. Поезд через 20 минут. Я беру свою сумку. Я иду к станции.
Поезд приходит. Двери открываются. Я стою. Николай стоит рядом. Кот с крыши тоже смотрит. Двери закрываются. Поезд уезжает. Я все еще стою на станции. Николай улыбается. «Я так и думал», — говорит он. Это было 3 года назад. Сейчас я живу в Малиново. Я работаю из дома. У меня есть интернет. Москва была шумная. Малиново тихая. Москва была быстрая. Малиново медленная. Мне нравится медленно. Иногда я думаю, хорошо, что я перепутала поезд. А кот до сих пор сидит на крыше. Он все знал. Oh, by the way, if you would like to have the whole text in front of you, to go back over it later or read through it at your own speed, I have put together a PDF with the complete story, its phonetic transcription, and its English translation. You will find it via the link in the description. That's totally free, go grab it. So, did you follow Masha? Let's go back to the story and collect the most important vocabulary. Try to remember each one before I say it. The first one is поезд. Everything starts with a train. Masha has a ticket, she rides to the station, she jumps onto the поезд. Поезд. Not a fun word to get wrong. Билет. And of course she had a ticket. Just the wrong one. Билет. Ticket. In Russian, you always need a билет for the train, the metro, the cinema. Learn this one early. Next one is проводник. Проводник. When Masha realizes that something is wrong, she is calling проводник. Проводник, train assistant. So this is a very important person on a train, and he was very amused by Masha. The next word is потерялся or потерялась. Remember, Nikolai is asking, вы потерялись? Are you lost? If you're a man, you say потерялся. If you're a woman, you say потерялась. You know, Russian adjectives and past tense verbs change with gender. You will see this everywhere. Okay, the next word, борода, beard. Nikolai had a big white beard. Борода. Борода. You will need this word if you ever want to describe someone in Russian or if you meet a lot of people like Nikolai. The next word, вкусный. Вкусный, delicious. This is one of the most important words in Russian. You use it every time someone cooks for you, especially if it's a she, and if you call it борщ by mistake. The next word is звезды. Звезды, stars. My favorite moment in the story, actually. Masha lies in bed, looks through the window, and sees звезды. In Moscow, she never sees them. One wrong train and suddenly stars. The next word is остаться. Остаться. That's the question Nikolai asks Masha the next morning. Вы останетесь? It means to stay, to remain, like to stay somewhere. Остаться. Next one is перепутать. To mix up, to get the wrong one. And the most important word of the whole story, actually. Перепутать. To confuse also, to get the wrong thing. Я перепутала поезд. I took the wrong train. Sometimes it can change your life. So today we have learned or reviewed 9 words. Поезд, билет, проводник, потерялся, борода, вкусный, звезды, остаться, перепутать. You didn't just study them, you lived them with Masha in a village with 8 houses and one very knowing cat. So, what's your take? Do you think Masha made the right call? Let me know down in the comments. By the way, a quick reminder for you, you can grab the free PDF with the complete story and all the vocabulary. Just check the link in the description. And if you would like to go beyond just listening and building vocabulary, if you want to get more active and work on your speaking too, I have made a video all about shadowing Russian. It's perfect for training your listening and speaking at the same time. The link should pop up right up there if that sounds good for you. See you over there. Пока-пока.